Производство сложного вооружения – это не халява. И не могут его делать люди, которые вчера занимались пиаром или, предположим, продвижением какого-нибудь артиста на кинорынке. А сегодня они взялись за производство оружия. Так не бывает. Значит, с моей точки зрения, самая главная проблема начнутся после подписания, а не до подписания. Начнут тут же искать там тысячи причин, по которым они не могут это исполнить. А вот у нас муниципальные власти не хотят это делать. Возвращение русского языка – это все равно все на местный уровень спускается. Школы русские, а никто не хочет идти, да. А учителей нет, а все. Всем привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Мы здесь, это я, журналист Евгений Ширяев, мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем мы последние события. Здравствуйте, рад приветствовать всех, кто к нам присоединился. Сегодня у нас, помимо традиционного обзора по участкам фронта, мы немного расскажем о том, что такое военная статистика, как она выглядит. Очень на коротких примерах, чтобы было понятно, потому что многие спрашивают об этом. Вот решили сегодня немножко разнообразить наш выпуск. Да, согласно статистике Минобороны, за минувшую неделю снова много населенных пунктов. Очень большое количество в ДНР. Это Петровская, Иванополье, или Иванополе, Новоселовка, Ставки, Звановка, Масляковка и Ямполь. В Днепропетровской области это Радостная, Тихая и Отрадная. В Запорожской Затишье и Новое Запорожье. И Харьковская область. Это Петропавловка, ну и главный населенный пункт, который объявила Минобороны взятым, это Купянск. Но тут, конечно, надо объяснить, где вообще проходят и границы, где проходит фронт по-настоящему, да, что считается Купянском, что не считается городом. Да. Наверное, надо сразу объясниться. Вообще ситуация очень хорошо видна в анализе комментариев. Вот за прошедшую неделю огромное количество и российских, и украинских военных обозревателей, блогеров описывали одни и те же события в Купянске, но с прямо как бы противоположными выводами, одинаковыми. Они вот рассуждали о степени контроля над городом. И исходя вот из того самого критерия стакан наполовину пуст или наполовину полон, и из этих вот своих рассуждений черпали оптимизм. То есть и для украинских, значит, обозревателей события в Купянске неплохие, и для российских тоже вполне удовлетворительные. Вот так получалось. Почему? Потому что вот эта тактика инфильтрации, которая сейчас применяется уже повсеместно и стала таким закрепленным как бы методом, да, уже на всех участках фронта абсолютно, она и позволяет сомневаться в успехах противника и, значит, наоборот, свои собственные успехи преувеличивать, ну, достоверно и объективно, как кажется блогерам, понимаешь? Когда мы пытаемся понять, что это за город, первым делом мы обращаемся к картам административного деления. И видим, что река Оскол с довольно широкой поймой делит город с севера на юг прямо вот жестко. Так. И правая сторона, то есть восточная сторона, это на самом деле линия железной дороги со станциями железнодорожными, которые там идут. Ну, сами названия за себя говорят. Купянск-узловой, Купянск-сортировочный, классические такие, да, названия. Там не очень большая железнодорожная, в смысле, жилая застройка. Но она идет прямо вдоль железной дороги, да. А уж там, где Купянск-узловой, там прям квартал. Самый настоящий, серьезный. Все это длиной примерно 4,5 километра. И отделено очень жестко, значит, рекой. Поскольку пойма заросла, ну, классика вот в этих степных местах, вот эти низкорослые кусты, украинцы используют это, они опираются на небольшой участок, как на плацдарм, переходят через пойму реки и совершают атакующие действия на территории, значит, западной части Купянска. Да, по большей части весь Купянск находится на карте с левой стороны, то есть на западе. И вот тут вопрос.
Получается так, что и жилые кварталы вот они захвачены, а железная дорога это вроде как и не город. Поэтому с точки зрения оперативной, как бы, вот он город, жилая застройка, здесь все захвачено. А с точки зрения административной, с правой стороны, ну, для генерального штаба, может, это уже и не город, понимаешь? Вот в этой части как раз и сходится оптимизм комментаторов. Одним кажется, что весь город как бы находится под контролем российской армии, и это хорошо, а здесь уже какие-то там периферии. А для другой части комментаторов совершенно очевидно, что вот огромная часть Купянска находится под контролем украинской армии, отсюда развиваются удары и на российскую часть, и все, так сказать. Вот на самом деле в Купянске продолжаются упорные городские бои. Все, это самое главное, что надо понимать. Очень медленно, очень не спеша идет продвижение российской армии с восточной стороны Оскола вниз в сторону Купянска-Узлового. Как вообще в таком случае, если мы сомневаемся уже, город находится под чьим контролем, как вообще опираться на что, на какие данные? Для этого существует, в принципе, военная статистика. Вот представь себе, что считается, все подряд, и нанесение авиационных, артиллерийских ударов, перемещение войск, конечно, атаки, контратаки и очень много чего еще. Вот все вместе складывается, это называется активные действия. И прям по штукам их считают в единицу времени, в сутки, в неделю, в месяц. Кажется, смешно, как-то, бред так-то. Тем не менее, это нечто вроде температуры в системе. Выше, ниже и так далее отражает общее состояние организма. И если, так сказать, количество активных действий снижается или повышается, это повод задуматься для командования. Как вот это выглядит? За последнюю неделю количество активных боевых действий российской армии по всему фронту, сколько там сотен километров есть, выросло на 10%. Украинская не выросла вообще. Но по частям фронта очень сильно отличается. Вот на Добропольском выступе, о котором мы еще поговорим, на бывшем Добропольском выступе в районе Шахова, там количество активных боевых действий украинской армии в 3 раза превышало количество активных действий российских. То есть в 3 раза. Это серьезный повод, мы понимаем, что туда переброшены резервы были, и они там поставили какую-то цель, которую упорно пытаются добиться. Если же мы говорим об общем соотношении, то за эту неделю истекшую соотношение активных боевых действий России и Украины было 3,5 к 1. То есть российская армия совершала в 3,5 больше раза активных боевых действий, чем украинская. А были недели летом, когда 5 к 1 было, в 5 раз. То есть сейчас еще снижение происходит. И вот это все, из этого исходя, между прочим, генеральные штабы очень скрупулезно подсчитывают с обеих сторон и закладывают это в свое видение картины боя, на картины всех сражений сразу. Вот так это выглядит. Поэтому, когда в Купянске люди спорят, то ли стакан наполовину пуст, то ли стакан наполовину полон, можно еще и опираться на количество активных боевых действий. Допустим, это важная статистика, а статистика взятых земель, квадратных километров. Известная цифра в этом году, что с начала 2025 года 1% всего российских территорий было взято российскими войсками. Это опять-таки, как мы понимаем природу этого вооруженного конфликта. И если это война на истощение, традиционно, то количество занятых земель не имеет решающего значения. Это понятно. Да. Если мы говорим о так называемой стратегии сокрушения, этот термин ввел еще Свечин, да, то это мизерное совершенно продвижение. Да? Как ты считаешь? Но мы видим, что количество кризисов оперативных на фронте в пользу российской армии увеличивается. Мы видим истощение украинской армии, что очень маленькое количество бойцов, они пытаются все дронами это закрыть и так далее. Все это мы видим происходит. Поэтому, знаешь, есть и другие еще параметры, помимо просто площади. Я-то как раз площадь почти не считаю. В том-то и дело. На чьей стороне такая статистика?
Потому что статистика... Но если по площади, статистика на стороне украинской пропаганды. Да. А если по, допустим, общему количеству активных боевых действий и вообще, так сказать, продвижения, то, конечно, она на стороне российской пропаганды. Есть еще одна цифра, которая очень важна. Потери сторон. Вот этому вообще верить нельзя. Да. Абсолютно. Так сказать. Вот, она ведь важна, и штабы-то знают, на самом деле, свои истинные потери, понимаешь? А вражеские потери посчитать, фиг ты посчитаешь. Это, очень тяжело, на самом деле. Преимущество у тех, кто наступает, потому что они видят тела, которые они проходят, пока наступают. Да, ровно так и есть. На прошлой неделе ты сказал, что начались активные боедействия на северной части Донецкой области, ДНР, Северск и Константиновка. И вот сейчас идут бои в районе Константиновки и Дружковки. Во-первых, вышли на юго-восточную окраину Константиновки, да, это, можно сказать, даже на южную войска, и началась та самая инфильтрация, да, как один из наших читателей предложил назвать это процессом осмоса. Группы, мобильные, по одному, два, три человека стали появляться. Все, украинцы называют это разведно-диверсионными группами. На самом деле, это вообще пехота. Стали появляться в Константиновке и уже не раз и не два. Все это зафиксировано. То есть, начался процесс, с которого начинался захват Покровска. Просто вот один в один, и точно совершенно эта тактика утвержденная, прямо она дала результат. Это то, что называется, лучше этого у нас ничего нет. Хотя бы так, но результат-то достигается. Значит, вот будем так и действовать. Она дала результат, и во всех городах приблизительно так и действует российская армия. Но Константиновка, она практически без перерыва переходит в Дружковку. Вдоль дороги, которая их соединяет. Да? Сразу там... Промежутка-то нету. Была Константиновка, стала Дружковка. И такая вытянутая такая полоса. И из-за этого все основные в преддверии этих боев органы военного управления, диверсифицированные склады, засады огневые, там все, техника, все выведено в Дружковку. А в Константиновке просто уже, так сказать, в самих домах оборудованы точки сопротивления, точки обороны, где располагается украинская армия, которая готовится встретить российскую. Константиновка имеет преимущество перед Покровском в количестве просто жилых домов, где можно обороняться. Да. В советский период там жило до 105 тысяч человек. Потом, когда уже независимая Украина была, люди стали выезжать активно из Константиновки, и она похудела до 70 тысяч на начало СВО. Но все равно общее количество жилого фонда мы видим, что приблизительно на четверть больше, чем в Покровске. И поэтому там будут бои немного в другом масштабе. Что касается Северска, резкое и неожиданное продвижение, даже неожиданно для украинского командования, они этого, мне кажется, не ждали, оно остановлено. Сами ли российские командиры остановили, или их встретило такое сопротивление в центре города, но, в общем, по большому счету, продвижение уже не такое. Но зато начали отращивать клешню охвата севернее, в 5 километрах. Началось продвижение довольно-таки активное. Там уже эта клешня отрастает. То есть Северск будут опять охватывать. Вот прямо как все остальные города. С юга тоже пытаются, но безрезультатно. За последнюю неделю не было результата. Вопрос. Константиновка от Северска находится довольно далеко. Константиновка гораздо ближе к Покровску. А вообще существует ли какая-то переброска войск между всеми этими населенными пунктами сейчас? Вот когда закончится окончательно ликвидация этого котла Покровск-Мирноград, высвободится до 20 тысяч. Это понятно, я имею в виду сейчас, прямо в данный момент.
Я не верю в то, что российское командование отвлечет войска от Покровской. Ну, просто смотри, вот Северск остановился, я подумал, может, это объясняется какой-то переброской? Да, переброской войск на 5 километров севернее, для того, чтобы клешню начать выращивать. Все. То есть, в лоб не получилось, идем в обход. Ну, а, собственно, самое главное, все равно по-прежнему это Мирноград и Покровск. Я, конечно, имею в виду еще и Добропольские, остатки Добропольского выступа, Шахова, потом Родинская. Все вот эти населенные пункты, это как бы такое... Единое поле боя. Единый организм, да, единое поле боя – это единый оперативный замысел и украинского, и российского командования. Да, значит... В Шахово, вот я говорил, когда поговорил про статистику, что в этом районе в 3 раза военная активность украинской армии превышает российскую. В 3 раза. Это вот прямо на конкретном участке. Там идут тяжелейшие бои вокруг Шахова. Замысел мне не очень понятен. Может быть, они хотят отвлечь на себя внимание. Значит, в чем дело? Когда произошел вот этот летом прорыв Добропольский, неожиданный, он был неожиданный и для российского командования, ну, такой успешный, прям, да, так сказать. И в дальнейшем, когда началась осада, и вот правильное слово, именно осада Покровска-Мирнограда, он на себя отвлек, этот Добропольский выступ, очень серьезные силы Украины. Им не хватило для сопротивления вот в районе Покровска и Мирнограда, не хватило сил, потому что они на Добропольский выступ бросили прямо вот элиту свою. Мы рассказывали, какие части туда отправились и так далее, что там воюют и десантуры, и все, и штурмовые отряды. И пока они стачивали этот Добропольский выступ, российская армия вот так вот, как удав, охватывала Покровск, Мирноград и, значит, свою главную задачу выполняла. То есть, фактически, этот прорыв Добропольский сыграл роль такого объекта, который на себя отвлек приличную часть очень украинских усилий. И, в общем, да, он сейчас практически исчез. Там осталось одно Шахово. Но вот войска, которые стояли в районе Доброполя, Шахова, последний раз получили подкрепление от Сырского, как от главнокомандующего, 2 с лишним недели назад. Все. Это означает, что, в общем, попытки прорубить коридор закончены. Я имею в виду коридор к Мирнограду. К Мирнограду. Все, закончены. Больше не будет ничего. Что дальше станет с Мирноградом? Не знаю. Будем смотреть. Но, в общем, все надежды на внешнюю помощь исчерпаны. Ну, может быть, они так рассуждали, но это ничего не получилось. Потому что, на самом деле, мы видим, что все отложилось, и никто не собирается вот этот котел размыкать. Российская армия, она неуклонно развивает активные боевые действия. Они продвигаются даже внутри Мирнограда. Там, кстати говоря, захватывают какие-то небольшие куски его. И идут активные бои на выходе из этого котла в сторону Гришина и в сторону Родинского. Но поскольку последние резервы они получили довольно давно, мы понимаем, что командование Украины поставило крест на своих надеждах прорубить коридор. Все. Что они могут делать? Самостоятельно прорваться, может быть, смогут. Сами. Ну, вот им сказал. А теперь, ребята, как хотите, значит, руки в ноги, собирайтесь и вперед, значит. Может быть, но это чревато, конечно, очень тяжелыми потерями. И уже появились сообщения о том, что российские малые пехотные группы проникают не только в Софиевку, они дошли уже до Софиевки, но и в Торецкое, это еще северный регион. То есть российские войска развивают контратаку против украинских атак, да, на самом севере вот этого бывшего Добропольского выступа. То есть все возвращается назад. О чем это говорит? Ну, я так делаю вывод, что резервы украинцы сняли оттуда, срочно перебросив в Запорожскую область. Да, да. И все, немедленно реакция российской армии тут же. Вот я, скорее всего, так я интерпретирую это. Ну, нельзя забывать, конечно, про группировку войск «Восток», которая действует в районе Запорожской и Днепропетровской областей. Да, вот как раз наоборот, с Покровского направления
Сырский начал снимать войска для переброски на юг в помощь войскам, действующим против группировки войск «Восток», против этой 5-й армии, которая как каток идет. Надо срочно их остановить. Там очень мощная группировка сейчас собирается, украинская. Но они собираются вот там, на западной стороне этой реки Гайчура. То есть они уже отдали это междуречье, бог с ним. Группировка войск «Восток» однозначно совершенно сейчас готовится к осаде Гуляйполя. Думаю, штурма никакого не будет. Будет осада вот в стиле Покровска, опять-таки, со инфильтрацией и так далее. И уже первые разведывательные группы уже замечены в Гуляйполе в самом. Там идет очень мощная бомбардировка этого районного центра, то есть и авиабомбы, и артиллерия, все применяется, ну, конечно, в первую очередь дроны. Можно было бы ожидать, что они вообще туда укрепляют вот эту всю линию, но нет. Самую большую часть отправляют, знаешь, куда? Условное направление атаки российской армии севернее Гуляйполя, значительно севернее, от условного направления Даниловки на Андреевку. Потому что это очень небольшой кусочек, на котором уже прорвали вот эту последнюю линию обороны, вдоль которой вся украинская армия сейчас выстраивается. И там форсировали реку Гайчур в этом месте. То есть, если расширять этот плацдарм, российская армия по уже почти установившемуся шаблону перейдет через реку, развернется налево и сверху вниз пойдет за спиной у защитников этой укрепленной полосы, не встречая никаких препятствий на своем пути. Там надо вот эту дырочку, где проткнули, заткнуть прям срочно. И туда как раз перебрасываются основные резервы с Покровского направления. Но не только. И, конечно, и в район южнее, где вот Гуляйполе, туда тоже перебрасываются, в общем, выстраивают оборону. Я уже говорил, что сроки, в которые российская армия форсирует реку Гайчур, будут очень показательны для общего состояния украинской армии. Посмотрим сейчас. Есть еще один момент. Коль скоро в других частях фронтов сняты резервы, это уже не резервы, это фактически переброска войск с одного места на другое. Да? Значит, в других-то местах оборона ослабнет. И следует ожидать двухнедельного перерыва стандартного российской армии, 2 недели перегруппировка, осмысление вообще ситуации, и атакующие действия, ну, может быть, прорыв, не прорыв, но резкое продвижение на тех участках, откуда сняты войска. То есть, не получается украинского командования закрыть все сразу. Если они сейчас очень такие серьезные части, проверенные в бою, срочно перекидывают, чтобы остановить группировку войск «Восток», то значит, где-то будут успехи у российской армии в других местах. Надо, но с зазором временным. А что касается западной части Запорожской области, это ну да, где Степногорск, столица сама, Запорожье и так далее. То есть... ну да, и от нее должен подниматься вверх от Степногорска, по идее, наступление. Да. И еще идут атакующие действия группировки Днепр на Орехов. Это их задача, понятно, сковать силы украинской армии, не дать им перебросить все на группировку войск «Восток», понятно, в сторону Гуляйполя, да, чтобы хоть как-то помочь наступающей армии. И тут еще интересно, сами тоже военная статистика, о которой мы сегодня так чуть-чуть больше рассказываем. Пройти вот это расстояние от Гуляйполя через Орехов и до Запорожья при нынешних темпах можно за 5-6 месяцев на полгода, если вот так вот будут идти. Если остановят, то резко все изменится, конечно. Но если вот такими темпами, это очень угрожающее направление. Потому что, в принципе, все Запорожье, огромный город и с жителями, он располагается на левом берегу Днепра, там, где российская армия наступает. Не там, она не защищена Днепром, все Запорожье. Поэтому, в принципе, вот этот охват Запорожья, осада его,
вынудит украинское командование и вообще политические власти в Киеве объявить эвакуацию. Потому что нельзя, чтобы вот боевые действия прямо уже вошли на окраины Запорожья, начались обстрелы и так далее. Это будет массовая гибель людей. Надо спасать срочно. И если российская армия пройдет Орехов и приблизится к Запорожью, будет тяжелейшая административная задача. Именно административная. Эвакуация такого количества людей через Днепр. Поэтому мы с тобой видим экстраординарное решение, переброску войск, все. Ну, могу сказать только одно. Припозднились. В соцсетях появилось видео тех самых рыболовных сетей, которые сейчас расставляют над дорогами на Украине, которые прислала Франция. И вот они уже начали падать, непонятно, то ли из-за дождей со льдом, то ли из снегопада какого-то уже, но довольно ожидаемо, что такие хрупкие конструкции будут задерживать на себе снег и падать. Во-первых, не только снег. У нас с тобой есть... Ну, просто имею в виду дождь, потом перепад температуры, они могут обледенеть, они могут начать... Даже не с этого надо начинать. У нас с тобой есть опыт, который сразу все говорит. Это система мачта-парус. Мачта-парус, ванты, бегучий и стоячий такелаж. Эти мачты хлипкие довольно-таки, но очень быстро возводимые, мгновенно. Строят их прям раз-раз-раз, очень быстро, да, на растяжечках и так далее. Являются ближайшим аналогом стоячего такелажа парусной яхты. Первая, самая главная задача конструктора, чтобы она выдерживала порывы ветра. Мокрый парус, он тяжелее насколько, да, представляешь? Если, предположим, на него брызги там попадают, утяжеляет конструкцию, и прямо вот эти порывы ветра делают сокрушающими. Поэтому конструкция начинает потихонечку, медленно, незаметно для тебя расшатываться. Ослабевают части крепежа, так далее, все. Поэтому яхта должна быть сделана прям намертво. Там действительно это очень такая продуманная часть судостроения. Просто опытные очень люди это делают. Это не халява. И когда строят такие конструкции, и вдруг появляются сети на них сверху, рыбацкие накидывают. Это и есть аналог паруса. Понимаешь? А теперь представим, что на эти сети еще дождь, потом раз, в минус уходит так называемый ледяной дождь. О чем я и сказал. Да, все. А конструкции под ветром уже расшатаны. Они расшатывались летом еще, когда их только поставили. Сети же они туда-сюда подтягивают. Почему? Вроде бы как незаметно. На самом деле нет. На самом деле все ослабляется. И тут вот решающее испытание. Снег. Бах, и они начинают провисать до такого состояния, что туда машина под нее не может заехать. Это касается всех, в том числе и те коридоры, вот эти П-образные из сетки, которые строят российские конструкторы. Сейчас мы их сравним, какие будут чаще падать. Но то, что они начнут заваливаться, это 100%, если их не укрепят специально. И падение мачты на растяжках вместе с сетью, да, это же не просто падение, это препятствие на дороге. Они, если упали на дорогу, так машины остановились. Пока там их растащат, пока что... А если они на протяжении километра повалились? Ну, все. И в это время пробка образуется на дороге. И дроны. Конечно, и тут же налетают дроны и начинают их уничтожать. Вот, собственно говоря, последствия. Поэтому все надо продумывать. Думали ли российские конструкторы и военные строители, когда возводили эти препятствия сетей для дронов вдоль дорог, от таких последствий? Не знаю. Но мы посмотрим. Некоторое время назад ты говорил о необходимости использования мобильных групп для защиты важных объектов инфраструктурных в России. И сейчас, как мы видим, есть свидетельство того, что такие мобильные группы появились. Да, прям есть видео их работы с мест некоторых. Все правильно. Довольно быстро это организовали.
Я помню, что месяц назад уже там в 12 областях, и первая, кстати, Ленинградская область взялась за это дело, вот еще были подготовлены первые отряды, но, вернее, отправлены были на подготовку. Министр армии США Дрискл встречался с европейскими чиновниками не так давно в Киеве, кстати. Вот, и он там сообщил, что, по его сведениям, я думаю, что он в первую очередь, конечно, докладами разведки руководствуется, Россия увеличила количество ракет, производимых, и даже накапливает запас. Так вот, Россия и Украина находятся в неравной позиции. То есть Украина наносит удары только беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, ну, далеко вглубь. А Россия одновременно наносит удары и баллистическими ракетами, и крылатыми, ну и плюс к этому еще и вот герань, да, в больших количествах. За счет этого статистика разная. Так вот, мы говорили перед этим о военной статистике. Сейчас пару слов скажу и о статистике в области ПВО. Дело в том, что это показатель, который неукоснительно высчитывается обеими сторонами, учитывается, и исходя из нее делаются выводы. И там, это текучая такая политика, постоянно перестраивается. Какие-то части ПВО с одного места на другое переводятся и так далее. Перенастраиваются все время. Адаптация происходит к изменяющимся тактике друг друга. Ну, что такое эффективность противовоздушной обороны? Если в налете все ракеты и беспилотники сбиты, эффективность 1, единица. Если эффективность 0,85, это значит из сотни запущенных 15 штук долетело до цели. Если там 0,7, значит 30 из сотни долетело до цели. И так далее. То есть принцип понятен, да? Вот не так давно было, обе стороны нанесли удары самые массовые вообще за всю историю. Украина по России, Россия по Украине. Эффективность российской ПВО была определена на 0,85-0,9 в среднем за несколько недель. А украинская ПВО в среднем, у нее эффективность 0,6. Почему 0,6? Да потому что есть средства воздушного нападения российской армии, которые очень трудно сбиваются. Ну, в первую очередь, конечно, баллистические ракеты, да? Как раз с геранями они научились более или менее бороться в тех же приблизительно цифрах вот, эффективности. Поэтому эффективность ПВО России выше, но атакуются такие объекты, которые легче гораздо зажечь. У меня тогда вопрос сразу же. Зачем собирать в одну статистику прилеты вот этих вот гераний и серьезных баллистических ракет? Потому что, масштаб урона совершенно несопоставимый. Вот неправда. Если гераний там 2 десятка на один объект падают, 2 десятка, да, то урон очень большой. Нет, бесспорно. Но просто в одной статистике, грубо говоря, как собирали в одну статистику пули из пистолета и гранатометы. Я с тобой согласен, но у них там есть разбивка внутри. Есть разбивка внутри, эти общие цифры сообщаю сейчас, конечно. Потом надо обязательно учитывать, что у украинских этих беспилотников самолетного типа боевая часть небольшая по сравнению с российскими. И они, конечно, когда падают, гораздо меньше ущерба. Если на завод какой-то они рухнули, да, вот. Потом органы управления, то есть насколько они точны. Это вот важнее всего вообще точность попадания. И это все вещи, которые дополнительно учитываются. Сейчас мы говорим просто о том, кто пролетел через противовоздушную оборону, а кто не пролетел. Вот коэффициент эффективности, он вот в этом. Список пунктов сократился с 28 до 19. И, естественно, обсуждаемый всеми слив переговоров Уитков, Ушаков, Дмитриев. Прослушка. Да. В прослушке нет ничего вообще. Я ее внимательно почитал, можно не обращать внимания. Сам факт, что очень конфиденциальные достаточно переговоры велись через WhatsApp, и мы уже на самом верхнем уровне сейчас получили доказательство, что в WhatsApp все прослушивается. Вообще, это абсолютно незащищенный способ связи.
мы его получили и запомним на будущее, да, потому что мы знаем, что другой мессенджер Telegram является вообще рабочим инструментом на фронте для обеих сторон. Вот. Теперь, что касается самых главных пунктов, но понятно, что начался саботаж. Прям очень быстро причем, да, начали, ну как, не саботаж, а борьба против этого плана, вот так скажем лучше. Борьба, то есть, и, конечно же, ни украинцы не хотят отдавать территории, ничего сказать, они достаточно, я еще раз говорю, оптимистично смотрят на исход борьбы. Вот у них свои там соображения. И в Соединенных Штатах, судя по публикации прослушки, тоже есть люди, которые хотели бы, так сказать, все это аннулировать, да. Ведь это же явно было направлено против Уиткофа, публикация, и вообще против переговоров. Ну да, на таких условиях. Да. Ну, хотя в самом там по фактуре там вообще ничего нет, можно даже не обращать на это внимания. Значит, с моей точки зрения, самая главная проблема начнутся после подписания, а не до подписания. Это сейчас они, вот у них клином свет сошелся, у всех журналистов, там, обозревателей, что вот переговоры, вот давайте сейчас прям сразу, вот четверг настал, уже пора звонить. Допустим, даже на тех самых невыгодных для Украины условиях, которые там Путин требует, будет заключено это соглашение. Допустим, да, освободили, значит, оставшуюся территорию Донецкой области, украинские войска, там все вывели, откуда обещали. Дальше мы смотрим, какие пункты этого гипотетического соглашения вообще можно развернуть назад после подписания, то есть отказаться от их исполнения, а какие нельзя. И вдруг мы видим, что самый главный пункт, от которых Украина-то отказалась, это те пункты, которые назад уже не вернешь, то есть так называемые необратимые поступки. Земли отдали, ну, я имею в виду вот это в административных границах участках Донецкой области, все, назад уже не вернешь. НАТО провозгласило, что Украину никогда к себе не возьмет, и подпись поставила. Очень трудно на НАТО воздействовать Украине, потом заставить ее пересмотреть это все. Это почти необратимый поступок. Вот какие вещи являются ключевыми, потому что необратимыми. Все остальное украинская сторона может игнорировать после подписания договора. Мы знаем применительную практику и вообще все споры вокруг Минска, Минска-2, как все это шло. Просто похерили абсолютно все обещания, все, что было, и ничего. Потому что, естественным образом, Порошенко сказал Путину: я не могу ничего сделать, это Рада. Они его сопротивляются. А у нас Конституция. А по Конституции мы не имеем права эти пункты сделать. И, извините, здесь тоже же в этих соглашениях значительная часть должна быть исполнена с помощью Конституции. Например, оттуда надо изъять требования Украины к стремлению в НАТО, вступлению там, по этому договору. Просто Рада отказалась, и все. Ведь причем политика внутренней Украины, она настолько текучая и переменчивая внутри избирательных циклов даже, что закладываться на нее – это безумие. Депутаты Рады собирают какое-то большинство по какому-то вопросу и голосуют каким-то определенным образом. Потом, хлоп, изменяется ситуация, или деньги какие-то на рынок там, политического подкупа поступили. Они быстро изменяют позицию и голосуют другим способом. Ты им говоришь: ну хорошо, сейчас будет выбор, я вам покажу. И переизбрали всех. А ровно то же самое. Переизбранные депутаты тут же изменяют своим обязательствам, которые они давали, когда заключали соглашение о предвыборных коалициях. Все. Неуправляемый процесс, абсолютно хаотичный. И регулировать процесс, допустим, возврат церквей, Русской Православной Церкви, церкви на уровне громад, да, это просто безумие, это невозможно. Они начнут тут же искать там тысячи причин, по которым они не могут это исполнить. А вот у нас муниципальные власти не хотят это делать, или там не могут, какие-то проблемы возникли. Возвращение русского языка, это все равно все на местный уровень спускается. Школы русские, никто не хочет идти, да. А учителей нет, все. То есть это все ерунда. Это вещь, которая будет проигнорирована мгновенно. Вот только 2 или 3 вещи. Это отказ от НАТО, сокращение армии, которую можно проконтролировать. Я вот вижу, у тебя армия растет. Да, я могу сообщить об этом. Больше ничего. Да, ну и, конечно же, вот земля. Вот вещи, которые украинское правительство не сможет
изменить. Вот они против них и борются. Все остальное они отменят. Легко. Поэтому я думаю, что вопрос гарантии исполнения вот этого будущего соглашения гораздо важнее, чем вопрос гарантии Украине или России от дальнейших там каких-то военных изменений, опасности нападения внешнего и так далее. Очень много говорят, сравнивают это соглашение, а вот как соглашение между Южной и Северной Кореей. Вот они сколько десятков лет стоят и не нападают. Корейцы совершенно другой народ. Дисциплинированный, ответственный вот в такой части. Подписали все, кстати. Тем более там такие гаранты с двух сторон. Китай и США стоят за ними, да? Украинцы, если бы жили в Корее, война бы началась очень быстро. Сразу возникла бы. Это надо понимать ментальность людей, которые живут в регионах. Невозможно сравнивать украинский случай и корейский. Просто принципиально разные вещи. Очень много говоришь о том, как украинцы не будут выполнять, а Россия. Пожалуйста, у нас есть ядерное оружие, мы можем все. У многих российских политиков именно такое в голове. То есть, в принципе, отказаться от какого-то своего обещания, да, которое было, тоже, так сказать, Россия может. И это тоже должно быть просчитываться. Ведь на чем вся аргументация украинской стороны, это, ну и европейской тоже стоит. Потому что мы не верим России, все равно нападет. Мы с тобой видим сейчас прогнозы сроков нападения России на Европу. 27-й год, 29-й год, там вот выступает этот Писториус и так далее. Это откуда все идет? От того, что просто не верят. Поэтому вопросы управления ситуацией после окончания специальной военной операции для американского руководства гораздо важнее, чем просто задача вот заставить людей подписаться под договором. Ну, допустим, военных отправили на Украину, чтобы надавить как-то по-солдатски на них, а Украина как-то должна реагировать-то? Ну, какой солдафонский стиль. Я думаю так. Это прямое следование вот рекомендациям, которые Свечин написал об отношениях союзников внутри коалиции в своей, значит, книге «Стратегия». Он там пишет, что если у малого государства, небольшого и крупного, расходятся интересы политические, то есть они немножко разные, то к союзнику, крупный союзник, младшему, должен относиться, если он на поле боя преследует собственные интересы и не позволяет вмешиваться в управление своей армией, даже крупному государству, то к нему надо относиться как к попутчику и не брать на себя никаких военных обязательств. Так и получается. До сих пор Соединенные Штаты не имеют с Украиной военного договора союзничества. То есть они официально на бумаге не союзники. И в результате никаких обязательств перед Украиной США действительно не имеют. Все, что они делают, это как бы добрая воля. Я вот за демократию, я за несправедливо угнетенных, я тебе деньги даю, технику даю. Ну, просто я такой вот добрый. Все. А по бумагам нет, ничего я тебе не должен. Прямодушные военные, они, в общем, по большому счету, сразу начинают указывать вот на такие детали. Да, не пускаются в дипломатический обиход. И как Свечин как описывал, что Россия, мы, большая держава когда-то, вписались в мировую войну из-за действий маленького союзника Сербии. То есть, если бы не Сербия, Россия бы и в войну не вступила. Понимаешь, какая ситуация? Так, конечно же, в российском правительстве, в Генеральном штабе в Первую мировую войну считали, что после этого они имеют полное право контролировать и сербскую армию, и сербскую стратегию. Ну, традиционно поговорим немного о вооружении. Вообще о том, какие изменения сейчас происходят. Недавно было заявление министра обороны Германии Писториуса о том, что дроны – это штука важная, но нельзя заниматься тем, что накапливать. И как, например, накапливает Россия ракеты. Снаряды. Потому что дроны
в силу их дешевизны, их проще модифицировать, менять, и они действительно меняются. Устаревают. И устаревают, да, очень быстро. Мы видим на примере гераний, как появляются модификации гераний там, с микросхемами от NVIDIA и прочим. На наших глазах очень быстро. Поэтому накапливать их в больших объемах, строить их в больших объемах, накапливать не очень Конечно, выгодно. конечно. Ну, представь себе, значит, по статистике, сейчас где-то 3-4 миллиона дронов надо, ну, всему НАТО, допустим, запастись, да? А это какие деньги? То есть, очень много. Ты их накопил на складах, а через полгода они устарели полностью. Надо перестраивать эти дроны. Там не только прошивки там, программного обеспечения, но и, предположим, железо менять и так далее. Все. Писториус абсолютно прав в этом смысле. Это с колес надо делать вот такие вот вещи. А герань-то уже по-другому. Ну, даже она уже более 7 модификаций прошла на сегодняшний день. Никакое это уже не шахет. Это уже совсем другое средство вооружения. Они, вот, пример, стали падать. Ну, не стали, вернее, их сбивали, да, и какое-то время, вот летом этим, украинцы все задавались вопросом, какие странные, не повторяющиеся паттерны на крыльях гераней находятся, не повторяющие рисунки, что это такое. Ну, какие-то фантастические идеи выдвигали, чуть ли там не связь с инопланетянами. Потом выяснилось, что камера одной герани смотрит на крыло соседней, они летят в стае клином, как птицы. Управляется один вожак. А остальные просто различают друг другу по уникальным знакам и руководствуются искусственным интеллектом, так сказать, как действовать. И если какой-то из них там в середине клина падает, ну, то есть, значит, заработало ПВО, да, они все получают команду на начало этих самых маневров уклонения. То есть, такую стаю можно рассредоточить, разлететься, потом они снова соберутся и опять узнают друг друга по этим знакам. Понимаешь, это вот просто простейший, ну, сказать, пример, который, ну, он у украинцев описан, как бы, да. Или, например, эти герани летали просто, и вдруг они начали атаковать движущиеся мишени. А раньше этого не делали, да. И уже попадание есть в тепловозы. И оказывается, даже украинцы пытались, ну, ставили на тепловозы РЭП, радиоэлектронной борьбы средства, чтобы прервать связь этой герани и оператора, который ее управляет. А выяснилось, что герань-то падает просто уже по заранее заложенным в нее фотографиям тепловоза. То есть это искусственный интеллект. Ну, не зачатки, а в таком в ограниченном очень виде, но тем не менее, да, это элемент искусственного интеллекта. Что они сами выбирают цель и... Недаром сказал об этом еще, ну, сравнительно, там, недавно глава американской компании «Андурил», что ящик Пандоры открыт. Уже есть случаи, когда вот в цепочке принятия решений на уничтожение, на открытие огня, на гибель людей в конечном итоге человек не исключен из этой цепочки. То есть техника сама принимает решения, сама рассматривает, сама квалифицирует цель, наносит удар, и люди гибнут, вообще никак не участвуют в этом человеке. Сколько вещей происходит вот буквально за 3 месяца, за полгода сразу. Потом все перестраивается. Абсолютно прав Писториус. Да, так сказать, это слишком динамичные изменения, чтобы делать накопление того. Другое дело снаряд. Он и в Африке снаряд вот. Но если мы говорим о вооружениях, то я предлагаю обратить внимание вот на такие вот события, новости, которые к нам пришли недавно. А совладелец вот этой компании в PowerPoint, который делает «Фламинго» ракеты украинской, Денис Штиллерман, он объявил, что проходит испытание ракета баллистическая. Они называют ее почему-то баллистический дрон. Я не представляю, что это такое. Бог с ним, это их там, собственно, экзерсис, что называется в языке. Но баллистическая ракета, которая будет лететь на очень большое расстояние, там, до 800 километров, и нести боевую часть чуть ли не тонны. Да? И она будет, он говорит, достаточно простая. Вот у них проблемы только в точности попадания. Для этого нужен прецизионный лазерный гироскоп, да, ну, прибор такой.
Лазерные гироскопы используются повсеместно. Их покупают на рынке, все понятно. Но они разной степени точности, чем точнее, тем дороже и тем сложнее в производстве. Вот, поэтому лазерные гироскопы, которые обеспечивают с огромными причем нагрузками на саму боеголовку, которая там маневрирует на огромных скоростях и так далее, позволяет достигать точности там, 2-3 метра. Попадают точно в цель. Такие лазерные гироскопы на рынке не продаются. И ты их никогда не сможешь сделать сам, если тебе просто вот не установят оборудование для их производства. Но при этом стоит отметить, что этот фламинго, ты как раз и рассказывал про то, что эта штука самоделкинская такая. Да. Поэтому, может быть, там и не нужен серьезный гироскоп. Ну вот этот человек, вот, Штиллерман, он сказал, что это наша ракета, она простенькая. Но зато за счет простоты мы ее будем как горячие пирожки. Ну, правда, они и фламинго обещали как горячие пирожки, но пока что нет. Но эту ракету вот, они сейчас вот-вот испытают, и к концу, вот уже в Новый год, она прямо вот полетит со всех концов. Я еще раз хочу сказать, для ракеты на такой дистанции, сотни километров, важнее всего не боеголовка, ее мощность, а точность, куда она попадет. И недаром он вот в этом интервью говорит, что все наши заводы за рубежом. На самом деле, это иностранные фирмы, иностранные производства с иностранными инженерами и так далее. Все. Никакая она не украинская. Ну, она только по владению украинская. Все. Поэтому я всегда вот обращаю внимание. Производство сложного вооружения – это не халява. И не могут его делать люди, которые вчера были занимались пиаром или, предположим, продвижением какого-нибудь артиста на кинорынке. А сегодня они взяли за производство оружия. Так не бывает. Это совсем другого уровня задач и сложности. Вот, поэтому простенькую баллистическую ракету, которая на 800 километров 850 килограмм несет, да еще и попадает там точка в точку, ну, просто невозможно. Я не верю в это. Ну, посмотрим, пусть докажет. Дубайский авиасалон. Ну, он в первую очередь в новости попал из-за авиакатастрофы, да. Но там происходили разные сделки важные. Конечно. Тем более, что это один из очень немногих площадок, одна из очень немногих площадок, на которые допущены российские продавцы оружия. Где ты можешь приезжать, демонстрировать, заключать сделки и так далее. Все такие мировые, на которые раньше ориентировались, типа Фарнбора, там, Ле-Бурже, это все закрыто. А вот Дубай, пожалуйста. И имеем, там, конечно, там тысячи образцов вооружения со всего мира, а арабские покупатели самые богатые, самые избалованные, привередливые. Очень такой важный кусок мирового пирога, значит, вооружений. Мы, да, туда привезли вот этот и самолет Су-57 традиционно показали всем и так далее. И F-35. Конечно, конечно. Но я обратил внимание на такую штуку. Есть вот этот барражирующий боеприпас, который выпускает фирма Зала Калашников, Ланцет, у которого большой, значит, опыт боевого применения, доказано, все это видео зафиксировано и так далее. Более 4000 попаданий прямо в видео, ну, то есть, как он влетает в цель, да, и там больше 1000 орудий, в том числе огромное количество вот этих пушек, 3 топора американских, значит, гаубиц. Ну, много что еще там. Танки огромное количество поражены. Все. И вот его привезли в Дубай. Десятки стран, официально подали заявки на закупки его экспортного варианта. А он в экспортном варианте всего 45 километров дальность у него. А для себя, для любимых, российский ВПК и армия сделали у них уже официально зафиксированная дальность 100 километров, то есть на 101 километров с уверенным управлением. Там он не дешевый совсем, потому что у него очень дорогое внутренняя начинка, вот это оборудование, которое позволяет так точно помогать ему. Летит он, у него пропеллер, электрический мотор, он летит очень тихо.
Они выставили к этому ланцету объяснения такие, сколько чего он поразил, тысячи попаданий. И это убойно действует на покупателей. Они сразу видят, и никакие конкуренты им уже не конкуренты. А если тебе интересно, я тебе прямо в закрытом чате сейчас пришлю видео, как он летает. Не фотографии, как вот на стенде, и там рассказы, сколько сотен каких-то... В смысле, так у стенда должны говорить, завлекать покупателей? Да, так и есть. Обработка покупателей подходит, и вот этот человек, который представлен от Ростеха туда, он сразу, значит, все это дело от организаторов выставки, я имею в виду. Вот, он сразу все это, пожалуйста, а вот посмотреть, вот как это выглядит, так сказать, в жизни. И когда цифра 4000 попаданий в самые дорогие цели, тогда действует просто убойно. Это вот как раз подтверждение того, что я всегда говорил, что оружие, которое прошло проверку фронтом, в том числе и американское оружие, ему равных не будет в будущем. Это вот чем будет торговать Россия? Вот так будет торговать. Всем спасибо. Поставьте лайк под это видео, пожалуйста, подпишитесь на канал. Не устаю это повторять. Переходите к нам на Бусти, к нам в Телеграм. Спасибо всем, кто нам помогает. И в очередной раз мы с вами на этой неделе убедились, что события не всегда развиваются так, как ожидалось. И эта интрига, которую сама жизнь вносит, она, наверное, и есть вот то, что пробуждает в нас интерес. Приходите к нам в следующую неделю. Мы постараемся, чтобы вам было интересно. Всем пока. До свидания. Всего хорошего.